Расскажите вначале, пожалуйста, о себе, в каком городе вы сейчас находитесь, и о вашем агентстве, как давно работаете. Спасибо. Меня зовут Анастасия, я живу в Турции. В Турцию мы переехали уже 3 года тому назад. Сначала мы работали с партнером, потом мы открыли свое агентство. Наше агентство существует 2 года. Живем мы в Турции, город Мерсин, который при последнем, получается, как говорится, ситуации, в последней ситуации не пострадал. Потому что наш город, он как бы является самым сейсмически безопасным городом. Если вы смотрели, как бы вообще как-нибудь, может, сталкивались с нашей картой, знаете, многие знают, что Турция, она практически вся у нас расположена в очень небезопасных местах. Здесь постоянно бывают землетрясения. Вот. Но Мерсин занимает, получается, находится в 4-й зоне. Самая безопасная зона – это 5-я. 1-я, 2-я, 3-я зона, там бывает, что бывают землетрясения. Мы находимся в 4-й, соответственно, до нас, если где-то что-то кого-то сильно уже прям трясет, до нас доходит только, как говорится, отголоски этих землетрясений. И в этом году, к сожалению, да, до нас дошло. У нас было землетрясение 6,4. Это было в 4 часа ночи. Конечно же, да, мы испугались, если честно, но слава богу, это было максимум 1 минуту, да, прям все шатало, все трясло. Вот, но это было всего 1 минуту, после этого было еще несколько толчков, они были так, практически незаметные, почти неощутимые. Было только вот люстры пошатались и так далее. Вот. Самих разрушений в нашем городе не было, потому что, как я и говорила, был всего лишь 1 толчок. Вот. И как бы здесь у нас в Мерсине и вообще в Турции уже давным-давно строят все дома по технологии, чтобы дома выстаивали до 8 баллов. Но, конечно же, если этот дом старый, он может не выстоять. И вот данный, получается, закон в Турции существует с 1999 года, когда как раз-таки в Стамбуле было очень сильное землетрясение, когда практически пол Стамбула разрушилось. После этого начали делать новые стандарты, начали строить дома по всей Турции, без разницы, есть там землетрясение или же нету, но, как говорится, начали делать дома по технологии, чтобы землетрясение не разрушало, таких сильных, как говорится, разрушений не приносило. Вот, и как бы, вот, наша компания называется Well Homes, Гарри Менкуль, и мы, как я и говорила, существуем на рынке Турции больше 2 лет, как отдельная компания, которая работает сами на себя. Сама я родом из Казахстана. Потому что у меня инженер-строитель, соответственно, он также следит, ну, как бы смотрит, поскольку это возможно, смотрит за всеми домами, которые мы как раз-таки продаем и сдаем. Мгм, мгм. То есть, получается, вы с супругом работаете вместе. Он проверяет, качество домов, да, а вы, соответственно. Да, как раз-таки так оно и есть. Супруг у меня и в Казахстане жил, и в России жил, работал. И строил он в основном не просто дома, а он в основном строил государственные объекты, такие как вот в Казахстане у нас есть Тенгиз-Шевройл, он там строил, Карабатан строил также, ну и в России очень много других таких вот объектов строил. И подскажите, пожалуйста, что сейчас происходит, с ценами на рынке недвижимости после вот этой ситуации, после трагедии землетрясения? Изменилась ли ситуация на рынке недвижимости в худшую сторону или же наоборот? Если честно, вообще ничего не изменилось. Цены как были, так они и есть. Потому что я могу сказать, как бы даже вот сейчас у меня приехали, меня ждут сейчас там ребята с Анталии, Лаги, у них ничего не изменилось, как все продавалось, так продается. Но, конечно же, спрос немного спал. Относительно, например, есть, грубо говоря, из 100 человек, которые вот написали нам, ну, поступили к нам заявки за последние 2 дня, с кем мы переписывались, из них там 3-4 человека сказали, что ой, нет, мы, наверное, подождем.
Как у вас там все закончится, мы это все посмотрим. А остальные, в принципе, также все и пишут, что, мол, как бы, да, все как бы ничего, потому что Мерсон, он уже себя заявил, что он безопасный. И наоборот, сейчас, скорее всего, в Мерсен будет большой поток людей, потому что он как бы и так идет в Мерсен, потому что это сейчас единственный город, который вот, да, прям на берегу моря, плюс его выбирают, потому что здесь жить хорошо, но и также как бы безопасность. Это вот самое главное. Сейчас Мерсен себя зарекомендовал как самый безопасный город. Что, да, понятно, Анталию, Аланию там как бы пошатнуло тоже, но представляете, мы были от эпицентра максимум 300 километров. Там, где вот уже третий день, их до сих пор трясет. Представляете? Получается, вот за эти все 3 дня у меня стоит приложение, которое я просто постоянно наблюдаю. Каждые 30-40 минут толчки плюс-минус 5 баллов. Каждые 30 минут. Я считаю того, что первые 2 дня вообще было прям каждые 10-15 минут прям были толчки очень сильные. Мы вообще ничего не чувствуем. Мы чувствовали только вот один толчок, который был 4 часа, но там было 7,8, по-моему, баллов. Это прям даже Анталия, хотя Анталия еще дальше, чем мы. Они, получается, около 700 километров, а мы 300 километров. Они тоже это почувствовали. Поэтому как бы я сомневаюсь, цены не упадут. Сами понимаем, что в Турции бывает очень часто землетрясение. Последнее разрушительное тоже было в 2020 году в Измире. И мы это все как бы наблюдаем и все видели. Да, сейчас на какой-то прям максимум, я даю гарантию, как бы максимально на 1 месяц, может быть, спадет спрос. Потому что люди будут бояться. Но через месяц, как все оно было, так оно и будет. И цены за этот месяц не упадут. Это 100%. Потому что мы, как бы Турция, она уже пережила очень много чего. И пережила инфляцию больше 100%. Как бы тоже так же было на месяц затишье, а потом опять новая волна клиентов. Можно сказать, что люди будут теперь сделать акцент на более качественные, надежные дома? Так, да, конечно же, будут больше делать акцент на качественные и надежные, но они все сейчас строятся по одним стандартам. Если честно, нету таких домов, которые строят не по закону, который был принят в 99 году. Даже самые бюджетные, у нас, получается, идет как? Есть комиссия, которая это все проверяет. И каждый этап строительства приходит к комиссии и проверяет. Например, начали котлован, пришла, проверила комиссия, правильно ли они его сделали. Сваи приходят, проверяют, правильно ли глубины сделали сваи и так далее. И во всех, без разницы, это очень дорогой или же не очень дорогой жилой комплекс, все, как говорится, соответствуют стандартам. Ну, вы сразу ответили, я хотела спросить по поводу вашего прогноза, не изменится ли цены, но вы... Да, ничего не изменится, все будет тоже так же. Так же, как вот недавно было у нас казахстанцам, белорусам и другим странам отменили вид на жительство. Все говорили, что вот в Турции теперь упадут цены. Ничего не изменилось. С того момента, с сентября месяца, цены подорожали минимум на 30%. Сейчас россиянам, гражданам России отменили вид на жительство туристический. Все тоже говорили, что ой, ничего не будет, никто не будет теперь покупать в Турции. Нет. Как покупали, так же и покупают. Затишье было максимум 2 недели, дальше все опять покупают. Потому что Турция, она является, во-первых, мало того, что как бы комфортная жизнь, комфортным, как говорится, местом для наших людей, то действительно комфортно и очень выгодно жить. Плюс, ну, конечно же, это солнце, море и природа. Соответственно, люди выбирают все равно Турцию, но и также для многих стран Европа закрыта, и другие страны тоже, к сожалению, закрыты. Я, конечно, не говорю про Казахстан. В Казахстане у нас многие страны для нас закрыты, но все-таки наша культура очень близка к турецкой, наш менталитет. Поэтому нам намного, как говорится, лучше проживать именно в этой стране, чем в других. В принципе, вы ответили на все вопросы. Может, какие-то комментарии останутся с вашей стороны? Ну, комментарии что? Самое главное смотреть
У многих людей ассоциация Турции — это как будто это один какой-то город. Люди, я прошу единственное, что посмотрите, что Турция — это огромная страна, в которой имеется более 80 городов. В ней более 80 миллионов населения. Поэтому, если где-то что-то происходит, нужно просто заглянуть и посмотреть, где это происходит. Потому что, как бы, многие сейчас, вот у меня даже, я здесь, сама из Казахстана, мне все начали: Настя, ты что, ты там живая? Вы там живы, все ли хорошо? Турцию трясет. Люди думают, что вся Турция трясет. Нет. Если, например, как бы выбирать более комфортный и безопасный город, конечно, надо выбирать Мерсин. Здесь нету так много туристов, город не избалованный, и, конечно же, как говорится, на сегодняшний день безопасность — это главнее всего. Здесь безопасно.